Сквозь белесый глянец с потолка палаты, среди строгих полос люминесцентных светильников, София лежала неподвижно, словно маленькая хрупкая фигурка, случайно затерявшаяся среди мира взрослых забот и тревог. Ее глаза, большие и серые, с трудом фокусировались на чем-то одном. И иногда она смотрела на свой нос, временами различала пятна на обоях, а временами только внутреннюю пустоту, куда проваливались все ее страхи. Сердце девочки колотилось так сильно, что, казалось, его биение слышали все вокруг. Каждый удар отзывался эхом в висках, мешая думать, убаюкивая или, наоборот, заводя до дрожи во всем теле. София сжимала пальцы в кулачки, вцепившись в одеяло с пожелтевшими от стирок ромашками, пытаясь найти хоть в этом куске ткани какую-то опору, способную спасти от надвигающейся неизвестности. Она едва слышно всхлипывала, хотя изо всех сил старалась сдерживаться. Сквозь приоткрытое окно долетали редкие звуки улицы. Чей-то крик ребенка, лай собаки, отдаленный шум проезжающих машин, но в ее сознании эти звуки казались далекими и не имеющими отношения к ней. Все, что было по-настоящему здесь и сейчас, противные запахи лекарств, тусклый свет и туманная перспектива того, что случится утром, когда ее, такую маленькую и незащищенную, поведут в операционную. Страх сковал не только мысли, но и движения. Даже незначительное шелестение халатов за дверью заставляло девочку впадать в панику, как будто вот-вот произойдет нечто ужасное, что изменит ее жизнь навсегда и сотрет из памяти все доброе, что в ней было. В какой-то момент, пытаясь найти в окружающем мире что-то знакомое и близкое, София крепко сжала в руках свою куклу, Лизу. Она была с ней всегда, сколько себя помнила. Кукла, несмотря на потрепанный внешний вид, всегда оставалась для Софии хранительницей ее секретов, утешительницей и соратницей по ночным страхам. Большие голубые глаза Лизы смотрели прямо перед собой с каким-то природным спокойствием, будто говорили: «Все будет хорошо, я рядом». София прижимала Лизу к себе еще крепче, словно от того, как она держит куклу, будет зависеть не только ее спокойствие, но и исход предстоящей операции. Тишина в палате будто дышала рядом, обволакивая тонким одеялом невидимого страха. Иногда по коридору проносился чей-то быстрый шаг, эхом отдаваясь в тишине, или слышался голос полушепотом, рассказывающий что-то соседней больной. В такие моменты девочка судорожно затаивала дыхание, как будто эти слова могли коснуться ее. Все внутри сжималось в узел. София ощущала себя абсолютно одинокой, даже несмотря на присутствие врачей, которые должны были стать ее спасением, и матерью, до сих пор не появлявшейся в палате из-за неотложных дел. Дверь со скрипом отворилась, и в теплой полосе света появилась медсестра Анна. Она выглядела молодой и усталой, с темными кругами под глазами и немного встрепанными волосами, но, несмотря на это, в ее лице можно было разглядеть те черты, которые совмещают в себе мягкость, терпение и даже что-то материнское. Анна бесшумно подошла к кровати и присела на край, осторожно взяв Софию за руку. Ее прикосновение было легким, словно она боялась невольно причинить еще большую боль. «Все будет хорошо, Сонечка», — звучно, но тихо сказала Анна, заглядывая девочке в глаза. «Ты смелая, а доктор Иван Иванович — лучший хирург, который проведет твою операцию. А я больше не отойду от тебя ни на шаг, обещаю. Ты — моя главная забота сегодня».
Слова медсестры звучали как колыбельная, но для Софии они оставались лишь звуками. Ее мысли были слишком далеко. Она не могла представить себе ни будущего, ни того, что будет, когда она проснется после наркоза. Крик внутри становился сильнее с каждым днем, с каждой очередной минутой, проведенной в этом стерильном мире, где все чужое. Даже привычные предметы здесь казались оборотнями из сказок. Минутой позже в палату вошел еще один человек. Это был Иван Иванович, известный в больнице хирург, человек в годах, обладавший резким, но ласковым голосом и деликатными движениями. Его лицо украшали густые седые волосы, а взгляд был всегда внимательным и понимающим, словно он мог проникнуть в самую суть твоих переживаний. Он присел на корточки, чтобы заглянуть в глаза Софии, и заметил, с какой опаской и одновременно жадностью девочка держит куклу. «Как у тебя дела, хозяйка Лизы?» — спросил Иван Иванович, улыбаясь. «Лиза со мной», — тихо вымолвила София, на мгновение взглянув ему в глаза. Она ощущала, что находится на перекрестке всех возможных бед, но ответить кому-либо честно о своих страхах было очень трудно. В комнате повисла тревожная тишина, время будто замедлилось, и все чувства обострились в ожидании чего-то важного. София собралась с силами и вдруг, выдавив из себя хриплый шепот, обратилась к доктору с необычной просьбой: «Если я не проснусь, похороните меня с Лизой, пожалуйста, она моя подруга». Анна и Иван Иванович с удивлением переглянулись. Они не раз слышали просьбы от пациентов, но в словах этой маленькой девочки была не только детская боязливость. В них был болезненный взрослый страх, которого не должно было быть ни у одного ребенка. За простыми словами слышался глубокий холод судьбы, который душил и не давал поднять голову. «Сонечка», — очень тихо сказал доктор, — «я обещаю, что ты вернешься в эту палату, снова возьмешь Лизу на руки, и все будет хорошо. Операция не опасная, и я присмотрю за тобой. Но если тебе так спокойнее, можешь все время держать Лизу рядом, никому ее не отдавай». Он постарался улыбнуться, но в его глазах впервые за годы работы промелькнула тревога. Что же так пугает эту маленькую? «Откуда такое разочарование в жизни у ребенка?» — думал он, стараясь разгадать невидимую загадку. София кивнула, опустив глаза, словно эти слова были для нее последней опорой, единственным спасением в пугающем, непонятном мире взрослых. Оставшись наедине с любимой куклой, София сильнее сожмурилась и повернулась к Лизе. Стараясь быть как можно незаметнее, она принялась шептать ей на ушко какие-то слова, слишком тихо, чтобы их мог подслушать кто-либо из медиков снаружи. Ее дыхание было прерывистым, а взгляд блуждал по полу. Лишь кукла казалась ей той, кто понимает ее без слов. В это короткое мгновение она казалась совершенно взрослой и сосредоточенной. Лицо девочки побледнело, губы судорожно шевелились, выдавая внутреннюю борьбу между страхом и остатками детской надежды. Все ее существование сосредоточилось в объятиях Лизы. Весь ее мир заключался сейчас в этой маленькой потертой игрушке, которую она боялась выпустить из рук. Переживания Сони были слишком личными, чтобы делиться ими с кем-то из взрослых, ведь даже мама иногда казалась ей далекой и уставшей. За плотно закрытой дверью доктор Иван Иванович и Анна задержались и переглянулись, пересмотрев свои привычные ежедневные обязанности. Они чувствовали, насколько не по-детски ведет себя София, как будто за внешней напуганностью кроется что-то очень важное,
что-то трагическое и труднопреодолимое для столь юного существа. Среди их бытовых разговоров вдруг возникло беспокойство. Стоит ли им обсуждать свои подозрения с психологом или просто дать девочке время? Они приняли решение, что обязательно попробуют помочь Соне после операции и разузнают, не прячется ли за ней на самом деле тяжелое домашнее одиночество или что-то гораздо более мрачное. Когда Анна с Иваном Ивановичем вновь зашли в палату, доктор сел рядом с Софией поближе, особенно мягко заведя беседу. Он изо всех сил старался оставаться спокойным, чтобы не испугать ребенка еще сильнее. Но София была напряжена, как струна. Ее бедные плечики дрожали, а глаза избегали прямого взгляда доктора. «Ты, наверное, боишься, да?» — осторожно спросил врач, подбирая слова так, чтобы не подтолкнуть девочку к еще большим тревогам. Соня неуверенно кивнула, почти не глядя на него. В ее голосе появилось едва заметное дрожание. «Я боюсь, что не проснусь. Боюсь, что мама останется одна и будет плакать из-за меня. И еще... Я боюсь, что никто не поверит мне, если что-то плохое случится». Доктор сжал губы, услышав эти слова. Ему доводилось общаться с детьми, переживающими такие же предоперационные страхи, но за рассказом Сони он почувствовал что-то очень личное, не касающееся самой операции. Это был зов о помощи, который вряд ли смог бы уловить посторонний человек. Он накрыл рукой руку девочки и пообещал, что сделает все возможное, чтобы помочь и поддержать не только ее, но и ее маму. Судьба распорядилась так, что время до операции тянулось бесконечной чередой минут, наполненных тревогами. Но вот пришел день. В палату пришли сестра и анестезиолог. Соню аккуратно пересадили на каталку и, укрыв до подбородка, повезли по звенящему коридору. На мгновение она увидела мамино лицо, заплаканное, отчаянное, но уверенное в силах докторов. Операционная встретила ее скупым светом люстр, с затхлым запахом антисептика и новыми лицами врачей. София вцепилась в руку медсестры Анны, которой незаметно подмигнул доктор. Вдохнула под маской сладковатый воздух, едва слышно прошептала: «Лиза, пожалуйста, возьми мой страх», и растворилась в небытии наркоза. Само вмешательство прошло без осложнений. Врачи слаженно действовали согласно плану, обсуждая все вслух, чтобы не допустить малейшей ошибки. Когда операция закончилась, Иван Иванович осторожно положил куколку Лизу рядом с головой Сони, заранее заметив небольшой неаккуратный шов на ее спинке. Кукла точно побывала в чьих-то руках последний раз совсем недавно. Когда София начала медленно возвращаться в реальность, вокруг нее были все те же медики. Заботливые, внимательные, но уже гораздо более чуткие к ее внутреннему состоянию. Врач тщательно осмотрел куклу, подметив необычно грубые топорщащиеся нитки, что отчетливо отличались от фабричных стяжков. Любопытство Ивана Ивановича взяло верх. Он аккуратно отрезал контрастную нитку, немного раздвинул ткань, и из скрытого мешочка выскользнула маленькая коробочка, примостившись на ладони доктора. Это было миниатюрное электронное устройство, пластиковый корпус, похожий на диктофон, с крошечным объективом микрокамеры и отсеком для карты памяти. Анна сдержанно ахнула, едва сдержав удивление и страх. Зачем ребенку подобное во взрослом смысле сложное устройство, спрятанное внутри самой дорогой игрушки?
Они с доктором рассматривали находку с тревогой. Обычно такие приборы встречаются в руках взрослых, следящих или что-то скрывающих. «Может быть, она записывала что-то?» — шепотом предположила Анна, испытывая смятение и опасение за девочку. «Или пыталась защитить себя», — тихо добавил Иван Иванович, все больше убеждаясь, что столкнулся с проблемой, которую не сможет решить одна только хирургия. Доктор осторожно активировал прибор, отмечая, что он действительно работает. Индикатор замигал мягким светом, а из корпуса выдвинулась миниатюрная флеш-карта. Как поступить с этим? Это личное. Но если внутри находятся сведения, способные пролить свет на страдания девочки, может быть, необходимы решительные действия? Анна с сомнением покачала головой. Она боялась, что вторжение во внутренний мир Софии может стать предательством ее доверия, но вместе с тем страх за нее и ее семью оказался сильнее сомнений. Вскоре за закрытыми дверями ординаторской они подключили флешку к больничному ноутбуку. В комнате воцарилась встревоженная тишина. Никто не знал, к чему приведет просмотр этих записей, но желание помочь взяло верх. На экране возникли папки с датами и названиями. Лиза-день, Лиза-день-2. Жуткое предчувствие обостряло каждый нерв. Первое видео поразило медиков до дрожи. Перед объективом сидела маленькая София, потерявшая часть детской наивности и легко узнаваемую по тревожному взгляду. Она рассказывала кукле о своих страхах и переживаниях, нервно переводила дыхание. «Лиза, я боюсь, что он опять придет вечером. Мама снова плачет, хотела спрятаться от него, а он обидел ее. Если я не проснусь утром или вдруг что-то случится, пожалуйста, будь всегда со мной». Кадры сменялись. В записках мелькала и мать девочки, Елена, молодая женщина со следами постоянной нервной усталости и страхом в голосе. Она прижималась к дочери, уговаривала ее не плакать. За этими сценами скрывалась темная и трагическая история, которую София никак не могла рассказать прямо взрослым. Следом новая запись. В кадре срывался на крик высокий мужчина с грубым металлическим голосом. Он был чужим в этом доме. Чужим настолько, что от его угроз сжималось все внутри не только у героинь видео, но и у докторов, следящих за происходящим с экрана. Мужчина приказывал, чтобы никто не устраивал истерик и не говорил о происходящем лишнего. В следующую секунду зафиксированы слезы Лены, страх Софии и ее отчаянная попытка спрятать в кукле все, что должно было остаться тайной до поры. Крики, рыдания, удары. Эти запечатленные микрофоном и камерой моменты жуткой бытовой вражды и насилия обескуражили Анну. Она едва могла дышать, с ужасом осознавая, если бы не осторожность этой маленькой девочки и хитроумная идея спрятать диктофон в кукле, никто бы и не узнал, что происходит в доме Сони. Иван Иванович, хоть и много повидал в жизни, был потрясен. На фоне детских шепотов, которыми София призналась своей единственной подруге во всем, что происходило дома, стало ясно. Девочка живет в постоянном страхе не только за себя, но и за маму. Врач быстро отключил устройство. Они с медсестрой оказались перед тяжелым выбором — вовлечь сотрудников соцслужб, рискуя нарушить покой семьи, или оставить все как есть, имея на руках прямое свидетельство издевательств. Обсудив риски, они пришли к однозначному выводу: нужно вмешиваться как можно быстрее и не дать злу укорениться еще глубже.
На других записях был и счастливый семейный быт, и забота Лены о Софии, но между ними всплывали пугающие фрагменты, приглушенный голос того же мужчины, угрозы, раскачивание камеры при очередной ссоре, вслед за которой возникала угроза физического насилия. Были и моменты, когда Лена шепотом просила дочь не бояться и не рассказывать никому об их бедах. София молилась своей кукле, шептала: «Пожалуйста, храни меня, если мама не сможет, а если меня не станет, помоги маме спастись». Доктор с медсестрой осознали, что перед ними не просто медицинский случай, а требующая немедленного вмешательства история, в которой каждая секунда промедления могла стоить жизни или свободы двум самым беззащитным членам этой семьи. Один вечер они просидели в ординаторской, обсуждая стратегию. Решить, как поступить, было сложно, но помощь становилась все более необходимой. Доктор взял на себя подготовку документов и тщательное исследование записей. Анна вызвалась поговорить с Софией, попытаться подготовить ее к переменам. Когда София проснулась окончательно, Анна осторожно поинтересовалась, хочет ли та поделиться чем-то важным и тяжелым, намекнув, что взрослые готовы поверить, не ругать и не винить ни в чем. Девочка сначала замкнулась, но уже в голосе чувствовалась готовность немного приоткрыть сердце. На этот раз она не сказала ни слова о смерти, но попросила вернуть Лизу, ведь только с ней Соня чувствовала себя в безопасности. На следующий день доктор Иван Иванович вызвал в больницу мать Сони, Елену. Женщина пришла измотанная в одежде, как будто с чужого плеча, с лицом, на котором отражались бессонные ночи и постоянное недоверие к окружающим. В кабинете врачу пришлось долго и осторожно втолковывать. Записи с диктофона свидетельствуют о серьезной угрозе их семье. Лена сникла, как только услышала эти слова, опустившись на стул и закрыв лицо руками. Она боялась не только за себя, но и за дочь, прекрасно зная, на что способен ее муж. «Спасибо, что не остались равнодушными. Я тоже пыталась спасаться, но мне никто не верил», — всхлипывала Лена, ощущая странную смесь облегчения и страха. «Мы поможем вам», — пообещал доктор. «Сейчас важнее всего попросить поддержки у тех, кто может защитить вас официально и надежно». Лена согласилась на встречу с Ирой, социальным работником, специализирующимся на подобных семейных трагедиях. В ее взгляде была усталость, но за ней прятался и стальной стержень. Женщина чувствовала ответственность за судьбу ребенка. Беседа с Ирой прошла тяжело, но результативно. Соцработник терпеливо объясняла, как можно добиться защиты для себя и дочери, обещала подкрепить заявление медицинскими свидетельствами и видеоматериалами. Она настаивала на том, что отчим Софии оказывал на них давление, угрожал расправой, и поддержка будет оказана до тех пор, пока обе не почувствуют себя в безопасности. Совместно с докторами и юристами больницы был составлен пакет документов, справки о побоях, заключение психолога, извлеченные из куклы видеозаписи и аудиозаписи. Анна не отходила от Лены и Сонечки, поддерживала ее и морально, и добрым словом, и организационно. Когда все документы были готовы, дело было передано в суд. Сразу же ходатайствовали о разводе и о временном запрете на приближение к Лене и Соне для ее бывшего мужа. Виктор, муж Елены и отчим Софии, был поставлен на учет участковым инспектором, а после рассмотрения дела в срочном порядке ограничен в правах.
Самым большим счастьем для матери и дочери стало известие, что они могут переехать из старой прежней квартиры и начать жизнь заново. В течение следующего месяца Лена все чаще стала улыбаться, а Соня выглядела спокойнее. Теперь их дни не омрачали ни крики, ни угрозы, ни постоянный страх перед возвращением Виктора домой. Они начали посещать встречи группы поддержки для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Постепенно, наполняя будни мелкими радостями, семья возвращалась к жизни. Пекли вместе пироги, смотрели фильмы, устраивали пикники в ближайшем парке. В ходе одного из очередных визитов Иван Иванович принес Соне особенную куклу. Она выглядела как обычная мягкая игрушка, но в ней было специальное отделение для секретиков, символ новой жизни, свободы и защиты. Девочка с благодарностью прижала подарок к груди, пообещав, что теперь ее страхи останутся только внутри куклы, и больше никто не сможет их использовать против нее. Мама с дочкой начали вместе вести фотоальбом. Туда вписывались все новые семейные праздники и традиции: воскресный обед, прогулки по городу, посиделки с новыми друзьями, фотографии, вырезки из журналов. Фразы типа «сегодня мы не боялись» символизировали новую эру времени без страха и одиночества. Год спустя Лена не только приняла себя сильной женщиной, способной возродиться даже из самой темноты, но и стала помогать другим. Она читала лекции на группах поддержки, вместе с Ириной сопровождала женщин, только решившихся выбраться из неблагополучной среды. Прошлое, конечно, не исчезло совсем. Иногда его призраки накрывали Лену по ночам, а Соня бывало с тревогой просыпалась, если слышала громкий звук за стеной. Но теперь они знали: помощь есть, а самое главное — вместе они справятся со всем. «Мам, а ты теперь не боишься?» — как-то спросила Соня, глядя на новую куклу. «Нет, Сонечка». Ласково улыбнулась мама, крепко обнимая дочь. «Пока мы вместе, ничего не страшно». За окном их новой, уже привычной квартиры сияло ласковое весеннее солнце. Счастье состояло из маленьких деталей: смеха, чая с мятой, совместных игр. Прошлое стало уроком, который сделал двух хрупких, немногословных, но уже повзрослевших женщин не просто сильнее. Они научились любить себя, быть друг для друга опорой и не ждать поддержки снаружи. Им больше не нужно прятать диктофоны в куклах. Теперь все важное они могли друг другу просто сказать. А также, если вам понравилось это видео, переходите по ссылке ниже, если хотите узнать, как девушка во время свадьбы увидела свою покойную подружку детства и случилось невероятное.